Всем привет! С вами вновь инженер-электрик Якимов Игорь. Сегодня рассмотрим токовые клещи, совмещенные с мультиметром GD166B от китайской компании GVDA. Особенность этих токовых клещей в том, что они могут измерять не только переменный, но и постоянный ток. К тому же они могут замерять пусковые токи. Данный прибор еще имеет много полезных функций, которые рассмотрим в этом ролике. Ссылку на страницу производителя данного прибора я оставил в описании. Это не первый и не последний обзор у меня на канале. Если эта тема вам интересна, то подпишитесь на канал и жмите колокольчик. Поддержите видео лайком и репостом. Данный мультиметр поставляется в такой крепкой и красивой упаковке. Внутри коробки находится удобный футляр, предназначенный для хранения и транспортировки прибора. Вот такой футляр. Тут есть петля, чтобы носить. Открываем. В комплект входит сам прибор, щупы, термопара. Также есть подробная инструкция, но она на английском языке. После этого ролика вы поймете, как пользоваться прибором без инструкции. В щупах применен достаточно толстый и мягкий провод. С одной стороны провода имеются такие вот пробки, защищающие разъемы от попадания грязи. С другой стороны они имеют съемную защиту для пальцев. Это позволяет ими пользоваться более безопасно в труднодоступных местах. Я обычно использую щупы без этой защиты. Термопара снабжена термостойким кабелем. Она же не имеет изоляции, поэтому не стоит ей касаться участков цепи под напряжением. А вот и сам прибор. Обращаю внимание на его размеры. Он намного меньше 266 клещей, которыми я пользовался до этого. Эти клещи замеряли только переменный ток и только до десятых долей ампера. А вот эти клещи позволяют замерять как переменный, так и постоянный ток, причем до сотых долей ампера. Эти клещи чуть больше популярного мультиметра DT838. Которым знакомы многие электрики. И он приблизительно такого же размера, как мультиметр AN9205A, которым я пользуюсь в последнее время, и вы часто видели в моих роликах. Наш прибор выглядит достаточно престижно, особенно когда включен цветной экран. Есть определенная категория клиентов, которая оценивает специалиста по его инструменту. Я думаю, они такой прибор оценят. Мне нравится, что данный прибор хорошо лежит в руке. Удобно нажимать все кнопки. Причем как левой, так и правой рукой. Аккуратно и грамотно сделан корпус прибора. Тут есть ребра, чтобы он не выскользнул из руки. Есть три вещи в этом приборе, которые наверняка оценят электрики практики. Первое. Это держатель щупа. Как обычно приходится измерять. Держим как-то прибор. Этой же рукой держим щуп и второй щуп. Как можно сделать в этом приборе? Берем, закрепляем так щуп. Так замерять параметры гораздо удобней, потому что одной рукой можно держать как прибор, так и щуп. Второе. Это наличие кнопки Hold сбоку на приборе. Если измеряешь напряжение в труднодоступных местах, где сложно посмотреть на дисплей прибора, ты просто нажимаешь кнопку Hold, и прибор удерживает значение на дисплее. Потом это значение можно посмотреть, расположив дисплей более удобно для глаз. Третье. Есть подсветка клещей, что помогает увидеть нужный для измерения провод в щите, где плохая освещенность. Включается он также боковой кнопкой, но кнопку нужно удерживать более 2 секунд. Вот у нас включился светодиод, удерживаем 2 секунды,
и светодиод выключается. Питается прибор от 3-пальчиковых батареек 3А. Чтобы поменять их, нужно открутить этот шуруп. Я батарейки установил заранее. Давайте включим прибор. Длительно удерживаем кнопку питания. Прибор включится и переходит в самодиагностику. После коротких звуковых сигналов прибор готов к работе. При этом прибор включается в режим авто, что отображается на экране. Он сам сможет определить, что измерять: ток, напряжение, сопротивление, или включиться в режим прозвонки. Все эти режимы подсвечены бирюзовым цветом. Режим авто удобен для новичков, но я им не пользуюсь и вам не рекомендую. И вот почему. Во-первых, на определение, какой параметр измерять, прибору требуется время, что снижает скорость реакции прибора. Во-вторых, чтобы автоматика сработала, этот параметр должен быть определенного минимального размера. То есть малый ток или малое напряжение он может не почувствовать. В-третьих, это автоматика, в которой могут быть ошибки. И вдруг этот прибор по ошибке решит 220 вольт измерить в режиме проверки сопротивления. Это может привести к выгоранию прибора. Хотя вероятность этого мала, но исключать не стоит. Я рекомендую пользоваться именно профессиональным режимом, переключая режимы измерения кнопкой «Функция». Нажимаем ее, и прибор переходит в режим измерения тока. Ток прибор замеряет только клещами. По умолчанию прибор включается в режим измерения постоянного тока, и на дисплее отображается DC. Нажимаем на кнопку Select и переключаемся в режим измерения переменного тока, что на дисплее отображается как AC. Прибор позволяет измерять переменный ток до 600 ампер. Причем в режиме замера до 60 ампер он мерит ток с точностью до сотых доли ампера, что является хорошей точностью. Еще раз нажимаем клавишу Select. Прибор переключился в режим замера пускового переменного тока у таких устройств, как двигатели и нагревательные элементы. На дисплее отображается InRush. Прибор замеряет пусковой ток от 5 до 600 ампер. Пусковой ток небольших потребителей он не замерит. К примеру, у меня пусковой ток лампы накаливания 75 Вт он не замерил. Также он не сможет замерить пусковой ток импульсных блоков питания, так как этот импульс слишком короткий и прибор не успевает его засечь. Для того, чтобы замерить пусковой ток, включаем прибор в режим InRush. Захватываем провод клещами, в котором будем мерить пусковой ток. Запускаем нагрузку, и пусковой ток отобразится на дисплее. Еще раз нажимаем клавишу Select. Мы вернулись в режим замера постоянного тока, и на дисплее отображается DC. Этот режим больше подходит для измерения больших токов. Он может замерять постоянный ток до 600 ампер. Постоянный ток также замеряется клещами. Производитель рекомендует при любых измерениях клещами располагать провод ровно посередине клещей, что на практике редко реализуемо. По моему опыту, точность измерения не сильно зависит от расположения провода. Если у вас другой опыт, то опишите его в комментариях. Обратите внимание на знаки плюс и минус на клещах прибора. Они позволяют определить направление постоянного тока. Если перед измерением постоянного тока прибор показывает не нулевое значение, то длительно нажимаем клавишу Zero. На дисплее отображается Zero и можно начать измерение. Небольшие токи до 10 ампер лучше измерять мультиметрами, которые для измерения включаются в разрыв электрической цепи. Я так считаю потому, что мой прибор малые токи замеряет с погрешностью.
Предлагаю эксперимент. Я подключил последовательно сразу 3 мультиметра и буду ими замерять ток короткого замыкания батарейки. Подключаем батарейку. 2 мультиметра, которые включены в разрыв, показывают приблизительно одинаковые показания, а токовых клещей показания гораздо меньше. Предполагаю, причина в том, что при малых токах чувствительность датчика тока недостаточна, чтобы корректно замерять данные значения. Эта методика измерения ноу-хау, но ее стоит доработать. Я смотрел ролики в интернете, на больших токах такой прибор показывает достаточно точно. Если нужно замерить большой ток, то альтернативу этому прибору найти трудно. Нажимаем кнопку «Функция» и переключаемся в режим замера напряжения. По умолчанию прибор замеряет постоянное напряжение и отображается DC. Нажимаем на кнопку «Select» и мы переключились в режим замера переменного напряжения и у нас отображается AC. Мы можем померить напряжение в розетке. Подключаем прибор к розетке. Прибор отображает как напряжение, так и частоту питающей сети. Отключаем прибор. Перед измерением напряжения в розетке, с которой мы собираемся работать, я рекомендую проверить показания прибора на заранее рабочей розетке. Иногда случаются обрывы в проводах прибора или плохой контакт в разъемах. И в этом случае вы посчитаете, что нет напряжения в розетке, хотя оно там есть. Данный прибор замеряет напряжение до 600 вольт и не пытайтесь замерять напряжение больше. Это может привести к выходу прибора из строя. Нажимаем кнопку Select и мы опять переходим в режим замера постоянного напряжения и отображается DC. Замеряем напряжение на батарейках. На одной батарее чуть больше 9 вольт. На второй батарейке меньше 7 вольт. Понятно, что она подсевшая. В приборе есть очень интересная функция Max и Min. Максимальное и минимальное значение. Подключаем щупы к батарейке и нажимаем клавишу Max. На дисплее отображается Max. Мы видим напряжение на батарейке. Отключаем. Прибор запоминает это значение как максимальное. Подключаем к другой батарейке. Прибор показывает уже больше 9 вольт, и это напряжение считается максимальным. Отключаем. Прибор запомнил это значение больше 9 вольт. Если мы нажмем еще клавишу Max, мы переключимся в режим минимум. Так как некоторое время прибор был не подключен, у нас отображается 0 вольт. И это правильно. Теперь поменяем полярность подключения к батарейке. У нас уже минимальным значением является минус 6 с лишним вольт. Подключаем другую батарейку и у нас будет минимальным минус 9 с лишним вольт. Мы можем переключить клавишу Max. Максимальным будет у нас 9,22 вольта. Минимальным будет минус 9,21 вольта. То есть за время замеров напряжение изменялось в этом диапазоне. Чтобы выйти из этого режима, длительно удерживаем клавишу Max. Данный режим можно практически использовать, замеряя, как сильно колеблется напряжение к сети в течение определенного промежутка времени. Переключаем в режим замера переменного напряжения. У нас отображается AC. Подключаемся к розетке. У нас замеряет 234 вольта. Нажимаем Max и наблюдаем. Вот напряжение пошло вверх. Мы можем нажать клавишу и видим, что минимальное напряжение было 233,3 вольта. 234,5 вольта. И так мы можем замерять длительное время и за этот промежуток времени определить, какое было минимальное напряжение и какое было максимальное напряжение. Выходим из режима. Я рекомендую подключать данный режим именно тогда, когда мы замеряем напряжение в обычном режиме.
Это исключит переходные процессы при подключении прибора, а также исключит из измеряемых значений нулевое значение, которое было бы в момент подключения прибора. Плюс я обратил внимание, что при подключении батарейки в режиме Max может произойти ошибка. Включаю постоянное напряжение, нажимаю Max и пробую замерить напряжение. Как видите, прибор ушел в перегрузку. А если мы выходим с этого режима, то прибор замеряет напряжение нормально. Я думаю, это какая-то особенность прибора. Если у вас такой же прибор, то отпишитесь в комментариях. У вас прибор уходит в перезагрузку при таком замере или нет. Добавлю, что измерение максимального и минимального значения также работает при измерении тока, сопротивления, емкости и напряжения в милливольтах. Нажимаю кнопку «Функция» и попадаю в режим измерения сопротивления. Рекомендуется перед замером сопротивления предварительно замкнуть щупы. Этим мы тестируем прибор. У нас должно показать нулевое значение или около этого. У нас сопротивление цепи получается 1/10 Ома. Замерим сопротивление резисторов. Вот замеряем 220 Ом. 220 Ом с небольшим у нас и получилось. Замеряем 1 кОм. У нас получилось 990 Ом. Погрешность 1%. Замеряем 10 кОм. У нас получилось 10,8 кОм. Погрешность чуть меньше 1% у резистора. Нажимаем клавишу «Функция» и переключаемся в режим прозвонки. При сопротивлении меньше 50 Ом включается звуковой сигнал и загорается светодиод. Прибор достаточно быстро реагирует, и работать с ним можно как с любым мультиметром в режиме прозвонки. Как работать с прозвонкой? У меня есть видео на канале, ссылку я оставлю в описании. Нажимаем клавишу «Функция» и попадаем в режим проверки диодов. Прибор замеряет прямое напряжение диода. Давайте проверим светодиод. Красный щуп подключаем к аноду, а черный к катоду. Как видите, при прямом подключении светодиод светится, и напряжение на переходе показывается 1,86 вольт. Переключаем щупы. При обратном подключении прибор не реагирует, так как диод в закрытом состоянии. Меняя полярность щупов, можно узнать соколевку диода. Нажимаем клавишу «Функция» и попадаем в режим замера напряжения в милливольтах. Этот режим применяется для замера низких напряжений до 1 вольта и на практике используется редко. Нажимаем опять клавишу «Функция» и включаем режим замера частоты и скважности переменного напряжения. Подключим генератор испытательных сигналов. Вот я подключил приборы. Это генератор испытательных сигналов. Это осциллограф. Тут мы можем видеть, как выглядит наш сигнал. Генератор показывает 500 Гц и скважность 50%. Наш мультиметр также показывает 499,9. Это почти 500. То есть он показывает правильно. Также показывает скважность 50%. Мы можем эту скважность поменять. Ставим 40%. И у нас показывает 40%. Сигнал сужается. 30%. 20%. Поднимаем. 60%, 70%, 80%, 90%. Я уже тестировал данный прибор. Он показывает правильную скважность от 13% до 99%. Теперь будем менять частоту. Ставим 400 Гц. Прибор отрабатывает правильно. Ставим 300 Гц, 200. Также можем частоту поднимать 600, 700, 800. То есть этот прибор скважность и частоту показывает правильно. Этот режим пригодится тем, кто имеет дело с широтной импульсной модуляцией и когда нужно замерить частоту сигнала.
Нажимаем еще раз клавишу «Функция» и включаем режим замера емкости. Что меня удивило, что замер емкости ведется напряжением 0,2 вольта. То есть, даже если конденсаторы будут паяны в плату после диодного моста и нагрузка не подключена, то можно замерить емкость конденсатора, не выпаивая его из платы. Вот наглядный пример. Вот маленькая платка. На нем находится конденсатор и диоды. Вот эти два вывода подключены к конденсатору. Подключаем прибор. Ждем. У нас показало 225 микрофарад. Емкость этого конденсатора 220 микрофарад. То есть прибор показал нормальный результат. Но стоит учитывать, что кроме емкости у конденсаторов есть такой параметр, как ток утечки, который увеличивается по мере повышения напряжения на конденсаторе. Ток утечки данным прибором не померишь, он для этого не предназначен. Ток утечки проверяют на стендах при напряжении, близком к рабочему напряжению в схеме. Иногда получается по косвенным признакам узнать, что у конденсатора уже есть ток утечки. К примеру, утечка в электролитических конденсаторах часто приводит к их вздуванию. Нажимаем клавишу «Функция» и переходим в режим замера температуры. Изначально прибор показывает температуру внутреннего датчика. Температура показывается в градусах Цельсия и в Фаренгейтах. Чтобы померить температуру в нужном для нас месте, нужно к прибору подключить термопару. Подключаем термопару. Вот я термопару держу пальцами. Посмотрим, какую температуру покажет прибор. Температура моих пальцев 34,7 градусов. С помощью термопары можно, например, померить температуру прямого и обратного трубопровода отопления или температуру утюга. Но напоминаю, не касайтесь термопарой металлических частей под напряжением. Это опасно для вас и для прибора. Еще раз нажимаем клавишу «Функция» и переходим в режим NCV. Это бесконтактное определение напряжения переменного тока. Фактически, прибор определяет переменное электрическое поле. Этот режим позволяет определить, под напряжением электрические цепи или нет, с которыми собираетесь работать, не применяя щупы прибора. Иногда в этом режиме получается найти проводку в стене, но вероятность этого события 50 на 50. В данном выступе находится датчик. При малой интенсивности поля загорается зеленый светодиод и отображается L. При большой интенсивности поля загорается H и загорается красный светодиод. И раздаются частые звуковые сигналы. Нажимаем клавишу Select и мы переходим в режим определения фазы. При работе в этом режиме подключаем только один щуп. И с помощью него мы можем найти в розетке фазу. Берем розетку. Вначале в одно отверстие. Прибор не реагирует. Значит, фаза в другом отверстии. Подключаем. Как видите, загорается красный светодиод и высвечивается H. Таким образом можем определить на проводнике наличие фазы. На нулевой провод прибор не реагирует. Если прибором не пользуешься больше 15 минут, то он автоматически выключается, экономия при этом батареи. На дисплее в верхнем левом углу отображается знак автовыключения. В некоторых случаях эта функция автовыключения неудобна. Ее можно выключить. Для этого выключаем прибор и включаем его с нажатой клавишей «Функция». Как видите, прибор включился, а значка автовыключения нет. И прибор будет работать, пока мы принудительно его не выключим. Общее впечатление о приборе. Прибор достойный, но в нем есть недостатки. Прибор прилично выглядит, что подчеркнет ваш статус как электрика в глазах клиентов. Но это не отменяет ваши знания и опыт, которые ценятся больше. Основные функции, необходимые электрику и домашнему мастеру, он выполняет.
Плюс есть функции, которые недоступны в приборах такого же класса. Так что рекомендую. Если у вас остались вопросы по прибору, задавайте в комментариях. Также вы можете адресовать их производителю. Ссылку на страницу производителя прибора я оставил в описании. Если вы имеете опыт работы с данным прибором, расскажите о нем в комментариях. Если вам понравился обзор прибора, то подпишитесь на канал и жмите колокольчик. Поддержите ролик лайком и репостом. Благодарен всем, кто помогает каналу материально. До встречи в новых и старых роликах.